savage, brutal, without mercy. But you will be worse. Rip and tear until it is done. Приветствую, вещает Гамби, и сегодня, как вы уже поняли, мы поговорим про дебютную игру, созданную датской студией Ghost Ship Games, основой которой стали 6 друзей, примерно в одно и то же время потерявших работу. Их первым совместным проектом стала игра Deep Rock Galactic, вышедшая в раннем доступе 28 февраля 2018 года. И учитывая, что первые отзывы об игре были очень положительными, то уже в мае 2020 года она вышла в свет. Достаточно быстро игра приобрела широкий размах, и ее стали называть феноменом инди-гейм-дева. Но почему? Казалось бы, что может быть веселого в постоянном отстреле жуков и монотонной добыче ресурсов из миссии в миссию? Ограниченное количество самих типов миссий, графика могла быть типа лучше, там наверняка очень токсичная комьюнити. Ну что ж, давайте разбираться. Начнем с основы, а именно симфонии геймплея. С первой миссии вам может показаться, что игра постоянно посылает на вас орды жуков, но опытные игроки уже выучили партитуру оркестра. Так как игра буквально жонглирует вашим вниманием и приоритетами, давая вам как моменты на передышку между волнами огромных инопланетных тараканов, так и держа вас в тонусе, не давая расслабить булки. Все мы знаем, что хорошему оркестру нужны хорошие инструменты, и наша игра предоставляет нам полный доступ как к различным видам оружия, так и к его модификациям. Разработчики создали арсенал по всем фронтам, нарушающий Женевскую конвенцию, варьирующийся от классических дробовиков и винтовок до микроволновок и ядерных боеголовок. Ну и конечно же не стоит забывать о гранатах, коих здесь огромное множество. Но куда же оркестр без сцены, ведь именно на ней происходит представление. Пещеры Hoxas 4 создаются при помощи процедурной генерации, обладают как различными ландшафтами биомов, так и варьирующейся погодой в зависимости от собственной экосистемы, делая каждую миссию уникальной, что конечно накладывает технические ограничения, из-за которых и вытекает графика и его поле стилистика игры. Все это создает идеальную игровую площадку, максимально раскрывающую возможности каждого класса. Кто же может рассказать об этом лучше всего? Конечно же, серобородые дворфы. Каждый класс обладает уникальным набором умений, который дает вам возможность познать игру с абсолютно разных сторон. Начнем со скаута. Класс с девизом «Быстрые ноги, челюстей не боятся». Персонаж, обладающий наивысшей мобильностью в игре. Крюк позволяет добраться туда, куда другие не могут, но его часто приходится соскребать с пола, или же, что происходит чаще, пытаться достать с потолка всей командой, когда он умирает там в гордом одиночестве. Несмотря на неплохие возможности против групп противников, главный приоритет этого парня – это жирные одиночки и потолочные плевуны, а также обеспечение остальной команды освещением пещер как для поиска ресурсов, так и для боя. Что касается друзей, лучшим другом нашего шустрика является инженер, класс, который решает практические проблемы, а именно доступность ресурсов и оборона. Его сыромет позволяет гораздо проще пересекать сложные участки ландшафта, а также облегчает задачу скаута по выковыриванию ресурсов с потолка. В основе инженер обладает отличным арсеналом для контроля численности многолапых, позволяя команде сфокусироваться на более важных целях. Не стоит также забывать и о турелях, которые могут контролировать целые участки местности в боях, а также при наличии дробовика обладают прекрасной возможностью вдарить френдли-файром своего союзника вместо проходящего мимо жука. Ну а все, что пройдет мимо инженера, попадет в лапы бурильщика. Этот, наверное, самый дружественный класс обладает солидным арсеналом, нарушающим какие-либо моральные принципы, позволяющим истреблять жуков пачками, не моргнув и глазом. Однако при прямом воздействии не слишком эффективным против крупных ребят. Помимо этого, наш психопат обладает наилучшими инструментами для терраформинга и может перевернуть окружение в пользу команды, ну или подорвать чью-либо задницу. Карц. Варчик.
Блять. Бурила является незаменимым персонажем, если поблизости был найден крест-детонатор, так как кто еще может прокопать тоннель для того, чтобы выжать из булки максимум золота? В качестве благодарности команда обычно позволяет дриллеру откапывать богатство самому. Если местная фауна как-то пережила мясорубку бурильщика, у нас всегда есть Heavy Weapons Guy, рафинированный урон, приправленный оружейным порохом. Этот парень не считает достойными пушки меньше 50 килограмм, сносит все на своем пути, включая неосторожных тиммейтов, пересекших линию огня. Что касается жуков, если есть группа крупных целей, требующих скорейшего истребления, Ганнер является отличным кандидатом. Он с радостью будет фигачить из зенитки прямо в лоб бронированным жукам, немало не смущаясь, пока другие должны выискивать уязвимые места. В то же время он может похвастаться отличным инструментом для создания временного пузыря безопасности. А наличие у него зиплайна позволяет несколько компенсировать его страдающую мобильность, тырить ресурсы из-под носа у скаута, а также предоставляет тиммейтам возможность пересекать бездонные пропасти локаций с ветерком. Если, конечно, они едут по нему вниз, так как при движении наверх поездка начинает напоминать лифт для пенсионеров. В гостях хорошо, но дома, то есть на космической станции, конечно, все же лучше. Выполнили все задачи и драпаем с этой гостеприимной планеты. Причем бежать стоит, сверкая пятками, так как жуки вас так просто не отпустят, бросая все силы на мщение вашим задницам. И вот мы уже добежали до капсулы и можем ехать домой, выслушивая скупую похвалу менеджмента. Космическая станция является вашим хабом. Здесь находится 4 личных каюты. Личных, конечно же, до момента, пока к вам не ворвутся друзья. Заебись, сука, блять! Какое подло! Заперто все. Заперто. Пускай нахуй! Терминалы для выбора миссий, обмена минералов и выбора заданий, а также прокачки оружия. Кузня для ковки улучшений и, конечно, магазин аксессуаров. Приличному дворфу просто необходим парадно-выходной костюм, шикарная прическа, ну и, естественно, густая борода. Ведь именно они будут радовать вас и ваших союзников в длительных погружениях. Что стоит отметить, так это то, что для удовлетворения вашей индивидуальности все, что вам необходимо, это классические минералы и кредиты, которые вы успешно зарабатываете во время миссий. Игра не требует никаких дополнительных вложений, за исключением нескольких косметических DLC, но покупать их или нет, это уже ваш выбор, так как на геймплейную составляющую они не влияют. Все мы знаем, что после очередного успешного прохождения миссии просто необходимо отметить это замечательное событие. И тут в дело вступает уже упомянутый ранее бар «Бездна» под руководством трудолюбивого бармена Ллойда. Не забудьте оставить ему чаевые, он их заслужил. Ассортимент в баре разнообразнейший. Темное и светлое, горячее и охлаждающее, позволяющее взлететь или отправляющее вас в бездну забвения пива на самый предвзятый вкус. Ну и, конечно, не стоит забывать про пиво с эффектами, помогающими на миссиях. Ну а если вашим тиммейтам понадобилось отлучиться, то можете провести время за игрой в дискобол. В подсобке находятся все необходимые предметы, а именно счетные поля и шар. Или также поиграть в бочкобол. Любимейшее занятие дворфов, решивших получить немножко ачивок, если ваш тиммейт... Да блин, походу он там уснул. Мемориальный зал. Именно в нем находится статуя знаменитого Карла, а также там стоит терминал повышения. Так что по достижении 25 уровня и прохождения ряда миссий вам просто необходимо туда заглянуть. Повышение открывает эндгейм-контент, позволяя в волю насладиться всеми существующими активностями, такими как машинные события, глубокие погружения, еженедельные задания по охоте за ядрами, которые как раз и используются для создания специальных оружейных модулей и уникальной косметики. А для трудолюбивых дворфов разрабы сделали компенсацию затраченных усилий в виде дополнительных ядер. Говоря о красоте и погружении в игру, нельзя не упомянуть местный саунд-дизайн и музыкальное сопровождение, которые исполнены на отличном уровне. Игра наполнена великолепными композициями, которые способны полностью погрузить вас в игровой процесс, заставить переживать, напрягаться, теряться от чувства неизвестности или безысходности, что полностью соответствует ее геймдизайну. Просто послушайте.
Теперь настало время того, что я оставил на десерт. Одна из самых важных деталей пазла, которую мы собирали все это время, а именно комьюнити. Deep Rock Galactic работает одним из самых дружелюбных комьюнити, которые вы только можете встретить. Здесь настолько редко появляются токсики, что их появление обычно вызывает безумное удивление. Разработчикам удалось соединить в своей игре огромное количество абсолютно разных людей, которые будут всегда рады помочь вам советом или оружием. И такого удалось достичь благодаря великолепной организации командной игры, необходимости использовать геймплейную связь классов и отсутствие соревновательного аспекта между игроками как такового. В общем в целом, игра действительно стала настоящей бомбой не только в кругах любителей коп-шутеров, но и для совершенно разных типов игроков. ДРГ позволяет вам выбирать, что именно вы хотите получить: расслабляющий вечер после работы или же напряженное преодоление своих возможностей на высоких уровнях сложности, кооперацию или тихие одиночные вылазки с босса, максимум убийств или спокойный саппорт. Игра смогла сочетать в себе безумное количество различных аспектов и желаний игроков, и, воплотив их в жизнь, разработчики не просто создали игру, они постоянно работают над ее улучшением, внимательно прислушиваясь к комьюнити. Так что, если у вас есть желание, то вы можете с радостью окунуться в этот без сомнения прекрасный мир и посмотреть на все своими глазами. Антики рыбы по лицу могут дать. Короче, кто-то боевиком был классный, прикладом туда рыбу просто. Так что по полнороде дать еще. Агрессивная борьба за мяч. Я хочу яблочного сока. Мне кажется, или среди нас затесался эльф. Нет, нет, я не эльф.